Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я к вам опять со старым рецептом из нашей, так сказать, семейной кулинарной книжки. Сегодня у нас будет торт или пирог, как хотите его называйте, зебра. Это рецепт свекрови моей сестры, она его пекла всегда, когда мы к ней приходили, и это было очень-очень давно, в далеких 80-х годах. И этот пирог она всегда выпекала в чудо-печке на газовой плите сверху. Я, конечно, его буду выпекать в духовке, у меня нету чудо-печки сейчас, но кто хочет его прекрасно, может выпечь и на газовой плите в большой сковороде. Мои дорогие, рецепт очень легкий и вкусный. Попробуйте его сделать. Там очень такой будет интересный крем. Даже не крем, а что-то типа помадки. Но все вместе получается вкусно, быстро. И попробуйте обязательно приготовить. Ну что, мои дорогие, начнем. Сегодня нам понадобится 5 яиц. Яйца отправляем в посуду, где будем взбивать, замешивать тесто. Сюда же добавляю пол чайной ложечки соли. Начинаем взбивать и постепенно добавляем сахар. 250 грамм сахара. Яйца нужно будет взбить хорошенько. Приблизительно где-то 4-5 минут это займет. Вот до такого состояния. Здесь у меня сметана. 400 грамм сметаны и 1 чайная ложка соды. Хорошенько перемешиваем. Сметану берете любой жирности. И 15% подойдет, и 20%. Добавляем ванилин или ванильный сахар. И теперь уже не миксером, а просто лопаточкой аккуратненько перемешиваем. «100 грамм растопленного сливочного масла». Масло должно быть остывшее. Здесь у меня мука, 320 грамм муки. Просеиваем. 2 частями добавляю муку. И перемешиваем. Добавляю оставшуюся муку. Духовку включаем разогреваться на 160 градусов. И вот такое тесто у нас получается. Теперь нужно будет все тесто разделить на 2 части. Это будет приблизительно где-то по 450-470 грамм каждая часть. Так как пирог у нас будет, торт у нас будет зебра, в одну часть нужно будет добавить какао. Добавляем 2 столовые ложки какао. В граммах все я напишу под видео. Просеиваем какао обязательно, чтобы не было комочков. И сюда же добавляю 1 столовую ложку воды. Перемешиваю. Тесто у нас готово уже, и шоколадное, и ванильное, и белое. Форма 26 сантиметров в диаметре. На дно я уже застелила пергаментную бумагу. И будем по очереди выкладывать белое и шоколадное тесто. По 2 столовые ложки. И таким образом все тесто переложим в форму. Постучим. И теперь нужно будет прокрутить 1-2 раза вот так форму.
и отправляем выпекаться. Пока выпекается корж, мы должны будем сделать крем. Здесь сегодня у нас будет очень интересный крем. Сюда нужно будет небольшую кастрюльку, нужно будет отправить 250 грамм сгущенки, 150 грамм сливочного масла, 120 грамм сахара и 1 полную с горкой столовую ложку муки. Включаем плиту на среднюю мощность. И все это постоянно помешивая, нужно будет довести до кипения. У нас даже это не крем получится, а что-то типа помадки. Как только довели до кипения, наша смесь закипела, выключаем плиту, переливаем в другую посуду и оставляем остывать. Крем жидкий, но он загустеет потом. Пирог у меня выпекался ровно 45 минут при температуре 160 градусов. Шпажечкой проверяем. Если шпажечка выходит сухая, то пирог уже у нас готов. Оставляем его буквально на 5-10 минут остыть и вынимаем из формы. Переносим аккуратненько на решетку и оставляем, чтобы он полностью остыл, корж. Для глазури нам понадобится сахар. Здесь у меня 3 столовые ложки сахара. Сметана. Здесь у меня 2 столовые ложки сметаны. И какао. 1 полная столовая ложка какао. И все это нужно будет хорошенько перемешать. Как только все хорошенько перемешаем, нужно будет довести до кипения на небольшом огне. Как только закипело, убираем с плиты и добавляем 20 грамм сливочного масла. Перемешиваем хорошенько, чтобы масло растаяло. И оставляем глазурь остыть. Теперь начнем собирать торт. Режем пополам корж, он у нас полностью остыл уже. Никакую шапочку сегодня я не срезаю. Делим просто пополам. На блюдо или на тарелку, где будем уже подавать торт, кладем первый корж и приблизительно 2 полные столовые ложки от вот этого нашего крема. Крем мы даже не взбиваем сегодня. Равномерно распределяем. Смазываем первый корж и на него укладываем вторую шапочку, второй корж, вторую половинку вернее. Оставшийся крем сверху распределяем равномерно. Этот крем нельзя будет делать с вечера, например, и утром выпекать, потому что лучше всего им пользоваться, когда он чуть-чуть еще теплый, чтобы он очень сильно не застыл. Попробуйте сделать этот пирог, мои дорогие. Этот пирог всем понравится. Он очень-очень вкусный получается. И здесь я перелила, вернее, глазурь вот в такую бутылочку. Так удобнее наливать. И сделаем полосочки. Нашу зеброчку нарисуем просто. Произвольные вот такие полосочки. Делаем. Все это очень быстренько. И оставляем торт хотя бы на 2-3 часа, чтобы он у нас просто полежал и отдохнул, так сказать, пропитался хорошенько. Будем резать и пробовать. Вот такая зеброчка у нас получилась, мои дорогие.
Очень мягкий, очень ароматный и очень-очень вкусный пирог. Пирог-торт, как хотите называйте, но все равно вкусно. Посмотрите, какая красота у нас получается на срезе. Попробуйте его приготовить. Напишите мне в комментариях, пробовали вы его или нет. Посмотрите, какой он мягкий. И обязательно попробуйте испечь его по моему рецепту. Этот рецепт не может не понравиться. Ну что, мои дорогие, пишите мне, откуда вы меня смотрите, что вы еще хотите увидеть от меня. Всем приятного чаепития, до новых встреч. Пока-пока, всех люблю.